Турнир будет потрясающим, крайне интересным и полным захватывающих моментов. Мы снова увидим молот чистого неба. Хуэйхао и команда монстров Шрека выложились на максимум, ведь противники были очень сильны. Среди них целых 3 мастера 70 ранга. Да, представьте, на турнире, в котором принимают участие лишь мастера до 20 лет, появляются такие монстры. Кто эти 3 мастера с 7 кольцами? Из каких команд? Мы рассмотрим далее. Интересная битва произошла между командой клана Тан и Академией Солнца и Луны. Ван Дунер была серьезно ранена, Хуэйхао отомстил за нее, и они вдвоем устранили в прямом смысле слова 2 противников. Это серьезная потеря для имперской команды. После боя Хуэйхао серьезно поговорил с Ван Дунер. Далее вышел Хэкайто. Механик против механика. Его противник имел 5 колец, но мог использовать инструменты 7 класса, что поразило даже судью. Но Хэкайто тоже не промах. Он активировал жало пушки 7 класса. Они считались самыми разрушительными пушками для одиночных целей. Сумев разрушить защиту противника, Хэкайто использовал скрытую атаку тонкой иглой. В сердце того участника появилась дыра, не шире большого пальца. Его глаза ослабли и были полны неверия. Даже в своих самых смелых фантазиях он не рассчитывал умереть подобным образом. Хэкайто быстро убрал пушку и постепенно спустился с неба. 3 смерти из 3 сражений. В аудитории разразился фурор, когда судья объявил о смерти мастера из Академии Солнца и Луны. Ся Хунчень вскочил на сцену с мрачным выражением лица и сказал, что готов к следующему раунду. С другой стороны, Хуэйхао спокойным голосом ответил, что секта Тан отказывается от раунда индивидуальных боев и хочет сразу перейти к командному раунду. Сяо Хунчень был ошеломлен. Клан Тан уже выиграл 3 боя, а окончательный результат должен будет определиться в командном раунде. Однако Империя Солнца и Луны уже потеряла 2 участников в бою, и еще одного убил Хуэйхао. 3 из первоначальных 7 мастеров были мертвы. Замены были недоступны на этом этапе. И это означало, что команда Империи окажется в невыгодном положении. Хуэйхао все спланировал, они имели абсолютное преимущество. Им нужно было сражаться всемиром против 4. Лицо принца Сютинраня выражало негодование, но все шло в рамках правил. Он приказал Цзэн Хунчиню либо подчинить команду Тан, либо убить их всех, ведь в будущем они могут стать серьезной угрозой. Когда начался командный бой, Ван Дунер медленно катила инвалидное кресло с Хуэйхао. Другие следовали за ними. Этого было более чем достаточно, чтобы показать, что Хуэйхао является лидером команды. Сяо Хунчень тоже шел впереди всех, наблюдая за Хуэйхао. Его кулаки были крепко сжаты. Это будет бой 7 на 4. Несложно представить, какое давление ощутит команда, лишившись 3 человек. Однако далее произошло нечто совершенно неожиданное. Сяо Хунчень внезапно поднял руку и сказал, что они сдаются. Это было лучшее решение для них, поскольку так команда сохранит силы для будущих боев. В итоге клан Тан одержал победу в этом матче. Судья, титулованный с 9 кольцами, громко об этом объявил. Хуэйхао понял, что Ся Хунчень больше не действовал импульсивно, а продумал стратегию турнира. Хуэйхао с досадой сказал: «С командой Империи Солнца и Луны теперь будет гораздо сложнее». Но все же они победили, и слава клана Тан прогремит везде. Первые матчи группового раунда были успешно завершены. Клан Тан стал темой для разговора во всем городе. Репутация Имперской Академии Солнца и Луны, наоборот, резко упала. Первый противник Академии Шрека был не очень сильный, и они легко вышли победителями. Между тем, Хуэйхао продолжал участие в подпольном турнире механиков. Следующим соперником клана Тан стала секта Чистого Нефрита. Она состояла из духовных инженеров, и естественно все они были из Империи Солнца и Луны, а базировались в Сияющем городе. Это была довольно сильная команда, которая успешно побеждала все матчи. Первой снова вышла Ван Дунер, потом Сяо Сяо. В этом матче Ван Дунер, мастер 6 кольцами, которая не любила механизмы, использовала тяжелую пушку. Она подняла ее на свое плечо и начала атаку. Ей даже пришлось призвать молот чистого неба. Очевидно, все команды, что дошли до этого этапа турнира, были не слабыми. Противник Ван Дунер имел дух призрачного копья. Когда он атаковал, Ван Дунер слабо улыбнулась, сложив крылья за спиной. Черный свет вспыхнул на ее правой руке, и появился молот. Этот молот был полностью черным. Тем не менее, вся атмосфера, казалось, стала намного более торжественной и тяжелой, когда появился этот молот. Темный ореол возник из-под ног Ван Дунер, и в следующий момент она выставила молоток перед собой. Парные боевые духи, соперник был ошеломлен.
Тело Ван Дунер развернулось на полпути, когда она внезапно сделала бросок. Черный молот вылетел из ее руки и, вращаясь в воздухе, направился прямо к нему. Молот чистого неба, инструментальный дух номер 1 в мире. Он являлся духом чисто силового типа и входил в число 6 самых могущественных боевых духов в мире. Это была чистая сила, сила духовного императора из Академии Шрека. Противник был не единственным, кто поразился, увидев молот чистого неба Ван Дунер и черное духовное кольцо, которое появилось вместе с ним. Сам Хуэй Хао был удивлен. Даже он не знал, что Ван Дунер добавила духовное кольцо к своему второму боевому духу. Ей удалось победить своего противника лишь с помощью молота чистого неба. Судья объявил, что Ван Дунер победила. Также он переспросил, неужели она из клана Чистого Неба? Оказалось, что судья знал кое-кого из клана Чистого Неба. Следующим противником Ван Дунер был странный мастер с бледным лицом и духом летучей мыши. Он сразу же заинтересовал злого владыку Джун Ливу, и тот хотел привлечь его в секту Святого Духа. Во время боя он с помощью капли крови Ван Дунер высасывал ее силы и сам стал сильнее. Но после активации 5-го духовного кольца он закричал: «Что у тебя в крови?» Его голос был полон ужаса. Если бы он знал, чью кровь он использовал, Танутун с Божественного Царства, ему точно не хватит сил выдержать такое. Изнутри его тела вырвались лучи золотого света. Это было похоже на солнце, которое собиралось появиться. Судья ничего не мог сделать. Ужасающий взрыв разразился в воздухе. Мгновенно тело участника разлетелось повсюду под действием этого золотого света. Ван Дунер выглядела ошеломленной. Она не знала, почему ее противник взорвался. Все это произошло слишком быстро. Капитан секты Чистого Нефрита, сидевший в зоне ожидания, внезапно встал. Он тайно направил атаку на Ван Дунер, но судья заблокировал ее и вынес выговор. Помня свой прошлый урок, Ван Дунер была намного осторожнее. Хуэй Хао также внимательно следил за боем. Своей ментальной силой он даже мог преодолеть защитный барьер арены. Если Ван Дунер окажется в опасности, он будет действовать немедленно, даже рискуя получить наказание. Очень интересные бои, но кажется в серии их сократят. Посмотрим, как будет. Теперь, что касается 3 участников 70-го ранга. Кто эти мастера? Даже в команде Тан и Академии Шрека нет никого, кто достиг бы уровня 7 колец. Первый это Сяо Хунчень, капитан имперской команды Солнца и Луны. Еще в предыдущем турнире он имел 5 колец, и за эти годы он стал намного сильнее. Но этот 70-й ранг Сяо Хунчень получил немного искусственным путем. Из-за такого усиления в будущем он не сможет поднять свои ранги как минимум 5 лет. Это плата за 70-й ранг и 7 колец ради турнира. Второй мастер из секты Святого Духа. Он также имел 70-й ранг. О его силе и боевом духе мы поговорим в следующих видео, как и о третьем мастере с 7 кольцами. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто же победит из всех сильнейших команд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.